Я собрал DeLorean из фильма «Назад в будущее». Сразу скажу, что я хотел этот набор. И как я представлял, что возможно это будет одна из лучших моделей в серии Speed Champion. А это будет детальный разбор набора 77256 «Машина времени» из фильма «Назад в будущее». А в конце я скажу, оправдал ли этот набор мои ожидания. Предыстория. Лего уже выпускали DeLorean в 2013 и 2022 годах. Так, версия 2022 года была заметно больше, допустим, по количеству деталей в 5 раз. И как-то сравнивать их не совсем уместно. А вот версия 2013 года и по размерам, и по деталям соразмерна новой модели. И сравнивая эти две модели, хочется сказать спасибо создателям, что они пришли вот от этого к этому. Старая модель выглядит, так себе. Возвращаясь к новой модели. Модель насчитывает 357 деталей, и от процесса сборки устать сложно. И вообще, собирать ее было интересно, особенно заднюю часть. Жаль только, что сборка кузова расположена в середине инструкции, а не в конце. Так, если бы это было ближе к концу, то на всем протяжении процесс сборки был бы ровным, а в окончании была бы некоторая кульминация всего. Но это я уже лезу в какие-то мелочи. По новым деталям. Здесь их было представлено 4 штуки. Первое – кронштейн. Я сразу обратил на него внимание, и он мне сразу очень понравился. С конструктивной точки зрения он может много где пригодиться. Вторая и третья детали – это уклон 3 и 4. Здесь вместо уклона 4 можно было бы использовать и 2 уклона по 2. Но все же всегда приятно увидеть какие-то новые детали. Четвертая деталь – это плитка изогнутая 2 на 2. Да, я сам не сразу понял, что это новая деталь, а только после прочтения некоторых обзоров. Фактически она уже была, но сзади ее изменили, и она однозначно стала лучше. Потому что я сам часто сталкиваюсь с ситуациями, когда мне необходимо было бы закрепить эту деталь по центру, но фактически я не мог этого сделать. По новым принтам, тут их тоже очень много, и это как будто бы логично, потому что и набор является максимально оригинальным. Тут есть и кубик с датами, и потоковый конденсатор энергии, и вот эти вот детали, использующиеся для рамы. Вообще приятно наблюдать, как внимательно тут относятся к отдельным элементам, артефактам, деталькам. И это не только новые принты, это также и некоторые пасхалки. Так, допустим, шаг 88 инструкции выделен, и на его фоне сверкает молния, что является непосредственной отсылкой к фильму. Итак, дизайн. Тут практически все супер. Особенно мне нравится, как выполнен кузов автомобиля. Вся эта концентрация маленьких элементиков просто великолепна. У машины есть две версии. Одна 1985 года, которая ездит, и вторая версия 2015 года, которая летает. Так, у летающей версии колеса выполнены в горизонтальном положении. К сожалению, колеса не поворачиваются из вертикального в горизонтальное положение, как это было в фильме. Но, возможно, данное решение довольно сильно бы утяжелило модель, и для серии Speed Champions это решение бы просто не подошло. А вообще есть альтернативные сборки, где как раз учтен этот момент. Так, дизайнер Fire Fabric как раз доделал эти элементы, и у него есть еще версия с открывающимися дверьми. Так что доработать DeLorean вполне возможно. Сразу скажу по креплению колес, что в инструкции это показано не совсем корректно. Так колесная база сразу прицепляется к каркасу, что создает большое усилие на часть детали. И сама установка является довольно сложной. Возможно, это потому, что у меня довольно толстые пальчики, но мне кажется, легче было бы установить отдельно вот эту деталь, а затем просто поставить на нее колесо. Сама идея с трубками очень хорошая. То, как они огибают крыло автомобиля.
Еще, наверное, стоит отметить момент, что не закрыта часть между капотом и стеклом. Что у нас по итогу? Мы имеем небольшую культовую модель с классным дизайном. И пожалуй, что да, это одна из лучших моделей в серии Speed Champions. Внимание к деталям и культовый статус сделали свое дело, даже несмотря на мелкие недочеты. Единственное, что кусается, это цена. Мой общий балл 8,4. Это очень хорошо для небольшой модели. А если вам понравился этот обзор, как и сама модель, то в принципе можно и лайкнуть. А вообще пишите в комментариях, как вам такой формат обзоров на модели. Какие аспекты еще хочется услышать, какие темы можно еще раскрыть. В общем, такой получился детальный разбор на набор 77256 «Машина времени». Ну а на этом у меня все. И до новых встреч!